Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Он падает со скалы, когда Джавахир Акиф стреляет в него. Берон обнимает Дилана и утешает его, когда он ушел. Ясмин расстроена и рассказывает Цеврии об ожерелье, которое она получила от Харуна. Однако Цеврия дает ему тактику, позволяющую продолжить движение сразу после спуска парусов. Пока все это происходит, поэт издалека наблюдает за происходящим и убегает. Дилан не может ответить на вопросы Берона и говорит, что очень напугана, когда он рассказывает ей о шоке. Берон говорит Дилану, что с этого момента мы перевернем новую страницу и начнем новое начинание. В этот момент Дилан замечает рану на голове Барана и паникует, но Баран говорит, что с ним все в порядке и в этом нет ничего важного. Когда они возвращаются в особняк, у дверей их встречает госпожа Азади. Госпожа Азади, которая очень обеспокоена, очень рада, когда они возвращаются в особняк. Когда Баран спрашивает о своем отце, они узнают, что он заболел, паникуют и немедленно идут к нему. Когда господин Кудрет спрашивает Дилана, «С тобой все в порядке?», он отвечает, «Со мной все в порядке, девочка, но ты меня раздавила, поэтому я расстроен, почему ты ушла, не сказав нам». Когда Баран говорит «давай немного отдохнем», он поворачивается к Барану и говорит «я тоже на тебя злюсь». Когда Баран говорит «давай немного отдохнем», они берут Дилана и идут в свою комнату. Харун с облегчением открывается Ясмин, но он не хочет расставаться и остается нерешительным, потому что не знает, как действовать. Даже когда Харун забирает заказ из магазина, он помнит свой разговор с Ясмин и не может принять заказ полностью. Когда Дилан и Берон входят в их комнату, у Дилана случается нервный срыв, и он взрывается от гнева, говоря, «Как ты мог так поступить со мной? Я так боялся, что с тобой что-нибудь случится». Пока Дилан обнимает Барана и плачет, Баран говорит, «Прости меня за то, что я так тебя напугал». Затем Дилан зовет его в ванную, чтобы он уложил голову. Когда Берон спрашивает, «Ты меня прощаешь?», она плачет и крепко обнимает его. Когда Джевдет приходит в ресторан, он видит радость Харуна и говорит, что все сегодня счастливы, как же хороша была Ясмин. Затем, когда Харун говорит, что мы открылись друг другу и думаю, что мы вступили на новый путь, Джевдет обнимает его и поздравляет. Джевдет, работа начинается с этого момента, вы оба знаете, что вы моя драгоценность, Ясмин доверена нам и предупреждает вас, чтобы вы не расстраивали ее. Пока Дилан одевает Барана, она размышляет о моменте, когда был застрелен Джавахира. Когда Берон замечает это, он спрашивает, «С тобой все в порядке?» И Дилан в этот момент не покидает моих мыслей, «Я бы хотел, чтобы тебя застрелили». Баран не позволяет ему закончить предложение. Потом он говорит, что отныне мы всегда будем думать и говорить о приятном, мы всегда будем говорить о том, какая ты мать, преданная нашему сыну, и как сильно мы тебя любим. Дилан говорит, что мы поговорим с моим сыном о том, какой ты сильный, смелый и защитник. Гуль готовит кофе для Ферата, и когда она говорит, что они очень напуганы и обеспокоены, Ферат проходит мимо и держит ее за руку, чтобы она больше не боялась. Пока Ферат расстроен и думает, что он во всем этом виноват, приходит Баран. Когда Дилан просит чего-нибудь выпить, Гуль говорит, что я приготовлю. Он отводит Ферата в сторону и злится, потому что я сказал ему никому не рассказывать. Когда Ферат говорит, что я ему не говорил, он слышал, как он разговаривал с Акифом, Баран спрашивает, почему ты ему позвонил. Я позвонил Ферату, потому что когда часть меня оказалась на линии огня, как я мог здесь стоять? Ты бы оставил меня, соглашается с Фератом. Господин Кудрет отводит его в сторону, чтобы поговорить с Бараном, и злится, говоря, что на этот раз он допустил ошибку, и что впредь он не будет участвовать в таких опасных вещах без нашего ведома. Берон говорит, что вам ни о чем беспокоиться, отныне никто не сможет противостоять крабе. Гюль делает салеп своими руками и приносит его Дилану. Гюль спрашивает, почему ты так поступил, ты нас так напугал, и у них возникают небольшие проблемы.
Гуль обнимает Дилана и поднимает ему моральный дух, говоря: «Я рад, что ты у меня есть, мой дорогой брат». Когда Дилан сидел на своей кровати и столкнулся с Джавахиром, он сказал, что не смог узнать себя и что мог бы застрелить его, если бы вы пришли чуть позже. Баран говорит, что мать делает все, чтобы защитить своего ребенка, вы тоже это сделали. Ты будешь замечательной матерью, смелой и сильной матерью, которая сможет сделать все для своего ребенка, я горжусь тобой. Беран дает Дилану ожерелье, которое он сделал, чтобы помочь ей понять ее пол. Дилан говорит, что это очень красиво, спасибо, и Беран надевает его ему на шею. Ферат и Гуль рассказывают о том, что произошло, и, слава Богу, с Диланом и ребенком ничего не случилось. Харун приходит к Ясмин на ужин, но во время еды путается. Утром Беран говорит Дилану: «Теперь, когда ты отдохнул, пришло время начать все сначала. Я решил построить дом на земле, которую купил для тебя, чтобы время от времени приезжать и останавливаться здесь». Дилан становится очень счастливой от этой идеи, и с волнением она целует Берана и встает с кровати, говоря: «Тогда я сразу соберусь, давай приступим к работе». Харуну и Ясмин нравится готовить в ресторане, и Харун говорит, что с этого момента он ни во что не будет вмешиваться, магазин ваш. Акиф приходит в особняк и говорит, что мы не смогли найти тело в Цавахира, в день происшествия выделений было слишком много, поэтому закройте дело. Баран злится, потому что это дело для меня не закроют, пока он не найдет свое тело. Акиф Баран говорит, что мы видели, где он упал, ему не выжить, и уходит. Джихан получает разрешение позволить нам разобраться в этом вопросе с моим братом Фератом. Когда господин Кудрет говорит, что я преследую Шаира, а его нет рядом, Баран говорит: «У вас все хорошо, давайте не будем оставлять это дело немедленно, но Дилан будет знать, что это дело закрыто». В этот момент в комнату внезапно входит Дилан, чтобы о чем-то спросить Барана. Затем, когда он видит, что господин Кудрет здесь, он извиняется: «Я думал, что Баран был один». Когда Баран говорит, что они решили построить дом, Джихан спрашивает, переедут ли они в отдельный дом. Дилан, конечно, говорит, что нет, и говорит, что они не переедут в отдельный дом. Джевдет и ребенок в панике пытаются принять ванну, потому что он никогда не спит. Когда Дилан говорит, что не знает, использовать ли дома дерево или камень, Беран находит практическое решение и радует Дилана. Беран говорит, что ему нужно немного поработать, но просит Дилана остаться с ним. Пока Гуль вязала для ребенка, к ней подошел Ферат и сказал, что ее братья собираются построить дом, и Гуль расстроилась, думая, что они расстанутся. Гуль чувствует облегчение, когда Ферат объясняет, что они не уезжают навсегда, а просто время от времени отдыхают. Когда Гуль говорит, что не хочет покидать Дилан, Ферат говорит, что я думаю то же самое, но, к счастью, они не уезжают. Когда Дилан говорит, что она очень не определилась с домом, Беран звонит кому-нибудь, чтобы получить помощь по этому вопросу. Дилан очень рад этой ситуации и говорит: «Если бы это зависело от меня, я бы не смог справиться с этой задачей. У нас останутся очень хорошие воспоминания, и мы будем очень счастливы в этом доме». Пока Хасан разговаривал по телефону в саду и говорил: «Послушай меня, у нас с тобой много работы», перед ним появляется Азади и говорит: «Если ты задумал что-то плохое, этого достаточно. Того, что мы сделали с этой семьей, достаточно. Если ты кому-нибудь причинишь вред, на этот раз я задушу тебя руками». Когда я говорю, что Хасана нет, я усвоила свой главный урок, говорит госпожа Азади. Даст Бог, если Хасана не будет, я буду знать, как его научить. Когда Ясмин беспокоится о том, что вокруг ходит писатель Гурман, и задается вопросом, напишет ли он что-нибудь плохое о ресторане, Харун говорит, что у нас все в порядке, не волнуйтесь, он не может написать ничего плохого. Ясмин говорит Харуну, что я чувствую себя в безопасности, когда ты так говоришь. Харун говорит, как я счастлив, и они возвращаются к готовке, чтобы мы могли продолжить. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео.
Береги себя. До свидания.